Всем привет! Сегодня я продолжаю ремонт в своем доме. Сегодня у меня на очереди стены второго этажа мансардного. Буду красить стены сегодня. Покажу, может быть, вам понравится. Для покраски я купил матовую латексную краску фирмы Снежка. Взял большое ведерко и получил еще одно маленькое в подарок. Самую недорогую, в принципе, краску брал, которая была в эпицентре, до 600 гривен дал. Будем красить валиком. Хочу геометрическую такую форму небольшую создать. Хочу низ покрасить в один цвет, в серый. Потом сделать небольшую полосочку. Здесь останется белый цвет. Ну, это у меня шпаклевка финишная. Пошкуренная, загрунтованная. Загрунтованная, кстати, на несколько слоев. Тоже грунтовочка. Обязательно грунтуйте хорошей грунтовкой. Специально под покраску. Купил новый валик. Сейчас будем красить. Сначала покрашу полностью все стены в белый цвет, как основа. Дальше, когда буду делать геометрические полоски, хочу темно-серого цвета по низу и потом вверх опустить. Для этого мне понадобится малярный скотч. Купил два мотка малярного скотча, толстый и тонкий. Вот. Заколируем краску. Купил колер черный. Будем смешивать и смотреть, чтобы получился темно-серый цвет. Купил новый валик, чтобы было все чистенько и красиво. Будем работать. Сначала израсходую маленькое ведерко, для того, чтобы потом в нем удобно было вымешать. Мне немного нужно будет темного цвета, это как раз сантиметров 80 по низу. И для полосок мне, в принципе, одного ведерка хватит темно-серой краски, поэтому в нем потом будем смешивать вместе с колером. Наливаем корыце и приступаем к покраске. Чем меньше ворсинки у валика, тем более аккуратный будет рисунок покраска стен. Ложится краска хорошо, ровненько, не разбрызгивается. Стеночки обязательно нужно грунтовать, для того, чтобы меньше была впитываемость стен, чтобы краска меньше расходовалась и чтобы основание под краску было надежное и крепкое. Все показывать не буду, в конце покажу, когда уже будем красить серым цветом. Все, закончилась окраска стен. Вчера у меня почти весь день пошел на окрашивание. Пришлось красить в два слоя, потому что на один слой все-таки где-то проступали небольшие пятна со шпаклевки. На два слоя краска легла, теперь просто идеально белые ровные стеночки получились. Заодно покрасил и потолок. Ну, я, в принципе, такой объем краски и брал с расчетом на стены и на потолок. Оно подходит, в принципе, и туда, и туда. Хорошая краска, моется. И вчера запачкал шлепанцем, оттер, в принципе, нормально, хорошо моется, краска сама не смывается. Все, закончились с первым слоем. Теперь хочу отделить низ, сделать темно-серый, верх сделать белый. И декоративные такие полосочки хочу пустить. В сером цвете они будут белые, на белом цвете, на верхнем фоне они будут серые. Для этого берем малярный скотч. Здесь изначально я поставил точки, выставил по уровню подоконника. У меня будет серый цвет, подоконник тоже будет покрашен в серый. Значит, сначала мы тогда делаем полоску. Полосочка скроется потом серой краской, от карандаша ее видно не будет. Все, полосочка готова. Теперь клеим малярный скотч. Малярный скотч, такой толстый или тонкий. Нет, тоненьким мы сделаем небольшой промежуток, потом пустим еще одну полосочку серой краски, и из нее, чтобы было красивее, из нее уже будут идти полоски. Все, полосочки готовы. Берем малярный скотч. И заклеиваем его сверху, чтобы серой краской
полосочка от карандаша закрылась. А сверху мы пустим еще одну. Ну, то есть получится еще одна сверху серенькая полоса. Теперь тогда отмерим еще, как пойдет еще одна полоска. Отмерим расстояние для еще одной полосочки. Сделаем тех же 3 сантиметра. И клеим еще одну полоску, так, чтобы серая краска закрыла полоску от карандаша. Извиняюсь, закончилась память в телефоне. Я уже успел наклеить вторую полосочку и одну вертикальную. При вертикальной принцип какой? Нам нужно наклеить 2 полоски, чтобы мы могли прокрасить между ними, и это будет полоска серого, а здесь накрашена она в отношении этих посерединке, потому что это и будет сама белая полоска. То есть я окрашу в серый цвет все, потом сдеру, здесь у меня будет белая, здесь у меня будет серая, сниму отсюда. Вот таким планом обклею сейчас все стены, потом в конце уже покажу, что получится. Некоторые полоски оставлю узенькими, некоторые полоски будут в узкий малярный скотч, некоторые в широкий будет. В конце покажу, что будет, а потом будем красить. Перед самим окрашиванием рекомендую тщательно пройтись по малярному скотчу, для того, чтобы нигде краска не попала под него. Для этого лучше всего использовать валик. На небольшой валик я купил специально для прокрашивания полосок. Этим же валиком очень удобно, хорошо прикатать, прилепить весь малярный скотч перед окрашиванием. Уже в процессе работы я понял, что в принципе можно полоски не рисовать. Полоски нужны только для того, чтобы по уровню четко выставить, наклеить малярный скотч. Но для этого можно делать не полоски, а небольшие отметочки, которые потом можно стереть. Но оно в принципе не мешает, оно закроется краской. Но если вы хотите делать на глаз полоски, чтобы они получались ровными, вы можете с малярным скотчем это очень легко делать. Оторвали небольшой кусочек малярного скотча, и там, где у вас предполагается полоска определенной толщины, наклеиваете кусочек малярного скотча в конце и в начале полоски. И тогда вы, когда начнете ввести малярный скотч клеить, то у вас четко получится выставить на определенную ширину, не ошибетесь. Приклеили здесь и приклеили здесь. Малярный скотч вещь ровная, поэтому разровняли, и у вас получилась идеально ровная полосочка. Ну все, друзья, закончил я со своими аппликациями. Показываю, что у меня получилось. Вот такие вот узорчики я наклеил. Сначала думал просто полосками сделать, но потом решил, что если прерывистая линия, будет смотреться интереснее. В некоторых местах вот такие вот аппликации сделал. То есть, когда это все закрасится, будет прерывистая такая серая линия. Мне кажется, будет смотреться интересно. Где-то оставил обычные линии. То есть снизу эту полосочку оторву, останется белая на сером фоне, а дальше из 2 полосок я сделал, чтобы не запачкать стену. Здесь будет серая вверх идти. Вот примерно так у меня получилось. Посмотрим, как оно будет смотреться, когда уже покрасится.
Вот, прерывистые тоже линии, мне кажется, будет интересно смотреться. Когда покрасим, посмотрим. Обязательно прокатывайте перед окрашиванием малярный скотч, потому что в некоторых, я вчера это делал, сегодня в некоторых местах уже вот подклеивался малярный скотч. Поэтому валиком пройдитесь, чтобы, не дай бог, не попала краска под скотч, потому что все испортит, все ровные линии оно испортит. Все, будем красить и смотреть уже на финальный результат. Итак, вот я мазнул на стену, вот получился уже высохший цвет, ну как раз вот такой вот серый, темно-серый цвет я в принципе и рассчитывал делать снизу для своих стен, поэтому в принципе третья баночка краски уже не понадобится, будем красить этим цветом. Наливаем красочку в лоток. Какая-то заметно жижа стала с красителем. Надеюсь, что свойства ее хуже не станут от этого. Сначала покрашу полоски верхние, чтобы аккуратненько все, чтобы не запачкать белое, а потом уже все будем красить снизу большим широким валиком. Купил маленький валик специально для этих полосок, только этот уже грязный, пока раскатывал полоски, приклеивал малярный скотч. Возьмем новенький чистенький валик и приступаем. Конечно, широким малярным скотчем было бы удобнее. Что-то я заклеил тут тонким. Хотя у меня широкий заканчивался, да, поэтому я тонким и заклеил. Все правильно. Красить будем обязательно 2 раза, потому что на первый раз краска не ложится правильно, на 2 слоя будет просто песня. Все, с окрашиванием я закончил, покрасил на 2 слоя, получился красивый темно-серый такой графитовый цвет. Красочка высохла достаточно быстро, в принципе буквально час, стены сухие. Но теперь самый важный этап, будем снимать малярный скотч, будем надеяться, что все прокрасилось красиво и нигде краска не подтекла под малярный скотч.
Ну вот, друзья, финальный результат, который получился на моих стенах. Смотрите сами, судите. Вот что у меня получилось, когда я снял весь малярный скотч. Мне, в принципе, нравится рисунок, нравится цвет. Эти прерывистые линии очень украшают стену. Если были бы просто прямые линии, смотрелось бы не так интересно, не так эффектно. Вот. В некоторых местах, конечно, все равно получилось не очень ровно. То есть под малярный скотч затекла краска. Это нужно будет доработать кисточкой, либо карандашом. Там буду уже смотреть, дорабатывать все, стараться до идеала. Ну, в общем, все. Если понравилась идея такой покраски, используйте их в своих ремонтах. Если остались какие-то вопросы, задавайте, отвечу в комментариях. Спасибо большое за просмотр. Всем хорошего ремонта и удачки!